Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена. Итог у нас скоро праздник, видите, игрушечки. И скоро это пройдет, и опять потечет наша жизнь по реке жизни. Я всех поздравляю с наступающим. Радости, добра и света. Улыбайтесь. На другом канале я сделала полное предсказание. Я говорила, что я буду писать. Все, конечно, не скажешь, не напишешь, но основные события 2023 года в мире и в наших странах. И также карта. Тот, кто посмотрит, у того будет талисман. Я вынула карты-талисман, которые будут талисманами в вашей жизни. Кто их отскринит, будет носить с собой, или у них такие карты, есть. Просто отскриньте, распечатайте, и это будет ваш талисман. А сегодня я хочу с вами сделать расклад. Расклад, что ждет вот все, кто меня смотрит в личной жизни в 2023 году. Личная жизнь, я всегда вам говорю, личная жизнь – это ваша жизнь самостоятельная, какая вы сами. Но большинство понимают, это личная жизнь, это какая-то семейная жизнь, это для девочек мальчики, для мальчиков девочки. Как выйдет, так и выйдет. Мы посмотрим, как выйдут предсказания. Сейчас я еще достану другие карты. И будем смотреть здесь на картах. Я вас показываю, чтобы вы видели меня. Ну, еще, конечно, будет обязательно поздравление короткое. 31 числа выйдет. А потом мы уже встретимся в 2023 году. Ну, давайте. Я очень благодарна вам за донаты. Кто будет смотреть предсказания, полный гороскоп по знакам зодиака, предсказания. Делайте энергообмен, чтобы эти талисманы вам помогли в жизни. Действительно помогли. Это надо, конечно, понимать. Обязательно энергообмен. В 2023 году нельзя ничего просто так дарить. Я всегда вам объясняла, нельзя ничего дарить. Всегда должно производиться купля-продажа. Вы даете монетку, вам дают монетку или еще что-то обмен. Так, ну давайте смотреть. Будем смотреть. Я вытащу 3 карты отсюда. Что ждет в личной жизни? Это не будут варианты. Смотрите все. Что ждет в личной жизни в 2023 году? Моих подписчиков, моих гостей. Все, кто посмотрит это видео. 3 карты достаю. Первая. Вторая. Третья. Так. Первая карта вот эта. Просто будем смотреть. Вторая вот эта. Вторая луна. Луна. И третья аисты. Давайте смотреть по отдельности. А потом соединю вместе. 3 карты у нас вышло. Карта. Сейчас я вот так буду смотреть. Карта рыбы. Рыбы, луна и аисты. Аисты – это дом. Это семья. У кого-то это будет действительно встреча. И мы сейчас посмотрим. Карта рыбы – это страсть, а также материальные блага. Но здесь идет, что у многих будут, может быть, новые отношения, тайные какие-то отношения. Тайные – это когда вы еще не пошли в ЗАГС и не поставили печать. Все это тайное. Но давайте смотреть по отдельности. Первая у нас рыба. Так вот, рыбы. Потом у нас ночь, полночь, луна. Луна – это тайна. И тут еще луна будет знать, что в личных отношениях могут быть какие-то вещи применяться. Я не говорю, что это привороты. Приворот – это порча. Соблазнение – это всегда было очарование, чары. Это не приворот. Просто есть такие вещи, которые можно сделать, и на вас все люди будут смотреть, умиляться и удивляться. Ну, давайте смотреть сначала по карте рыба. Что ждет в личной жизни? Я говорю, в личной жизни по 3 картам у многих будут какие-то отношения, может быть, тайные. Может быть, это будет гражданский брак. Гражданский брак, как вы называете это, прелюбодеяние, по всем законам церковным и религиозным. И еще в этом году, в 2023 году, очень важно будет вера, религиозность какая-то. То есть, кто будет с верой жить в этом году, очень многое будет помогать. Так,
Что ждет нас? Действительно, здесь тайные отношения. В личной жизни, мы смотрим в личной жизни. Хорошо, у нас страсть. Да, будет страсть такая, знаете, здесь идет по этой карте, что кто-то из бывших начнет вас беспокоить, и вы немножко будете нервничать, а может быть и немножко. Не надо, тут не надо бывших. Надо ли бывших? Да, будет бывший какой-то, может быть, бывший беспокоить, или кто-то, у кого-то, может быть, это и начальники какие-то, кто выше вас стоит. Но тогда это будет. Мы смотрим на личную жизнь. Знаете, этот человек не очень спокойно на вас смотрит, он, может быть, это не показывает, у кого-то показывает, и может манипулировать деньгами. А с другой стороны, может быть, бывший человек, который тоже будет как-то манипулировать вами. Что ждет в 23-м году у нас по этому? А у вас идет надежда на новое. Восьмиконечная звезда. Получение знаний, тут еще раз второй этот Луна, а тут идет получение знаний эзотерических. Жар-птицу за хвост можете поймать. То есть не цепляйтесь за прошлое. В 23-м году у вас что-то новое. Или уж лучше не принимать вообще ничего, а просто в рост идти материально. Некоторые мне скажут, да мне уж тут столько лет, мне уж пора тапочки одевать, в магазин идти, в такой ритуальный. Знаете, любовь нечаянно нагрянет. И люди уходят в дома престарелых, и там женятся, выходят замуж, и, знаете, продлевают себе жизнь. И это уже доказано. Но здесь идет надежда на жар-птицу, что вы, если вы отвергнете этого прошлого, то у вас идет надежда на жар-птицу. Да, и тут говорится сопротивляться всему прошлому. Что давайте будем смотреть по карте, которая Луна. Луна – это тайны, Луна в этой колоде – это соблюдение каких-то правил гороскопа, эзотерических знаний, ну, а также тайное. Что вас в личной жизни ждет тайное? Знаете, вы сами будете манипулировать. Знаете, может быть, это и правильно. То есть не будете сразу, если вам позвонил человек, все, встречаться, ой, полетел, все, я уже трусы в горошек одела, полетел. Нет, вы будете манипулировать, будете говорить там, ой, я, знаешь, сейчас занята, вот завтра я могу быть свободна, сегодня занята. То есть вы начнете манипулировать, чтобы человека удержать. Вот здесь идет такое тайное отношение, то есть встреча с каким-то человеком. Ну, кто личное просит, да, здесь будет встреча с человеком. У кого-то будет по Луне, что это через интернет. Вот через интернет тут четкие манипуляции, и вам надо манипулировать, чтобы виртуальные отношения, если вы в течение полугода не встретились, знаете, все, это может затянуться на года, и это уже психиатрическое отклонение. Потому что кто-то будет пользоваться, есть многие мужчины, так и женщины, и через виртуальные отношения зарабатывают себе, так берут денежки, знаете, очень хорошо. Если полгода вы виртуально пишете друг другу и не встретились, даже если вы в разных странах, все, закрывайте коробочку, блокируйте, до свидания. Что нам еще даст Луна? Луна даст раздумье, потому что у вас будут два шанса. То ли вам сесть на стуле и просто вот как бы сидеть и никуда не двигаться, а 23-й год – это авантюризм, движение вперед, и самой научиться как-то манипулировать, а у вас тут будет… Но вы будете бояться, понимаете, потому что вот карта Луна, и здесь вышла карта, вы будете пугаться этих ночных отношений, будете пугаться, ну, кто-то обжегся же, ведь это нормально. А надо или не надо, но шанс будет какой-то. Он может быть по переписке, он может быть просто рядом в подъезде, в соседнем доме, у кого-то в разных, у кого-то на работе, у всех по-разному. Что даст эта Луна? А знаете, она вот, если вы примете эти отношения, пусть даже по переписке или еще как-то, может быть, оно будет случайная встреча, не очень долго, но вы, вот кто девочки меня смотрят, вы станете королевой. Королевой чаш, обаятельной, привлекательной. Вы, как птичка, как бабочка, начнете порхать. Примите, примите, вы будете такой красивый, в то же время сильный. Потому что этот человек даст какую-то внутреннюю силу. У вас откроются другие способности. Удивительно. А что это даст вам? Видите, вы из королевы чаш плавно перейдете в королеву, которая достигает целей,
и достигает материальных благ. Потому что это даст вот эту чувствительность, эти эмоции. Потому что гормоны заиграют, и у вас столько будет сил. Вы будете говорить: боже, как же так? Я раньше тут вот это сделаю, и полежать охота, и еще что-то. А теперь все делаю и делаю, и спать стало меньше, столько энергии. И в бассейн записалась, и на йогу хожу. Вот что ждет в личной жизни. А для чего вам это будет дана, эта тайная связь? Ух. А вышла карта шамана. Я же вам сказала, вот эзотерикой так прям со всех сторон и хлещет. Год 2023, год под семеркой. Семерка – это суды, конфликты, в то же время это эзотерические знания. Семерка. Счастливое эзотерическое число. И вам выпал шаман. Он говорит, что это по судьбе. Вы любите это слово «судьба», а судьбы как таковой нету. Да, все прописано, переписано, но миллионы разных вариаций событий. И здесь тоже, я вам говорю, это шансы, которые вам будут даваться. А примете вы их или нет? Потому что следующая карта – аисты, перемены. И давайте посмотрим, что это за перемены будут. Перемены, да. Я вам сказала, что год будет под какой-то таким вот светом религии, веры. Да, этот год будет к хорошим переменам. К переменам, которые вы поверите, что дальше будет свет, не конец. Кто-то обратится действительно к Богу, к церкви, к Аллаху, каждого к Будде. Каждый по-своему. Кто-то просто с верой к Творцу. Вот я просто верю в Творца. Именно в Творца. Вот для меня это самый великий, который знает и помогает во всем. Он всегда слышит, если зовешь его на помощь. Вот есть симаронский ритуал позвонить Вовану, то есть я его выполняю, позвонить Творцу. Я всегда ему позвонить Творцу. Вот когда совсем что-то не так, я просто беру, да хоть вот так же карту. Алло. Ты меня слышишь, Творец, это я, говорите своим, это я, у меня вот тут, и вот с такими эмоциями. И обязательно тогда происходит подвижка, происходит результат и помощь. Здесь идет действительно, что здесь окажутся какие-то семейные ценности, очень важные. И колесо фортуны, кто примет эти ценности, кто примет веру в доброе, светлое, у того колесо фортуны закрутится, и что оно тогда будет давать? Единственное, что тут предупреждение, не зациклиться, то есть идти вперед. Если вы зациклитесь и скажете: ну вот у меня так все нормальненько, вот там Мишка у меня есть, вот он такой, да ну ладно, что он там зарабатывает 2000 рублей, ну ничего, и по кругу. Вот здесь запрещено, потому что у вас выпало колесо фортуны. Не путайте Божий дар с яичницей. Вот это предупреждение, иначе будет застой. И все, что вам дает Творец, вы этим шансом не воспользуетесь. Какие перемены благоприятны? Вы испугаетесь, вам будут даны перемены, семейные перемены, у кого-то даже переезд, а вы начнете сидеть, вот как и тут по Луне, и пугаться. Уберите все страхи. Уберите все страхи. Для чего убрать страхи? А убрать страхи, чтобы объединиться и быть семьей. Обращаться к роду. У кого-то будут действительно семейные отношения, которые вот эти вот отношения приведут к семье. У кого-то будет объединение со своей семьей. С семьей, с детьми, с братьями, с сестрами, со всеми. Объединение. И здесь, в этом объединении, главной будет женщина. А мужчина будет стоять как бы во главе, но главным двигателем будет женщина. Что дадут вам эти перемены, вот эта семья, перемены? Вот знаете, вот идет, что вы-то и хочется и колется, но мама не велит. Вот вы так хотите, а с другой стороны, вот опять я буду в рабстве. Вот опять мной будут руководить. Вот мне будут говорить: принеси чайку, ой, мне носки, ой, это мне не ту рубашку дала. А ты где была? Знаете, вот кто-то очень обжегся
с манипуляторами, с алкоголиками, с тиранами даже. И знаете, будет испуг. Испуг, а надо ли это начинать? А вам 23-й год говорит надо, потому что 23-й год – это шанс. Такого шанса не будет еще 59 лет. Посмотрите, какая карта вышла. Для чего надо? Потому что полностью трансформироваться, полностью поменяться. Полностью принять новые программы, новые вибрации. Посмотрите мое видео по прогнозу на 23 год и по знакам зодиака. В конце видео, всегда за 20 секунд до окончания видео, выходят заставки, которые можно нажать и посмотреть это видео. Вот так. Для чего нужна перетрансформация? А тогда вы будете двигателем не только торговли и рекламы, двигатель торговли, а вы начнете, да, и материальные блага к вам пойдут, и духовные. Что за духовные блага к вам пойдут? Духовные блага пойдут к вам такие, знаете, от чего? Вы научитесь переговариваться, разговаривать, как оракул. Вы научитесь манипулировать, то есть, может, кто-то пойдет действительно на какие-то курсы общения с людьми, коуч-менеджеры и так далее. То есть у вас будет, что вы научитесь, у кого-то будет по продажам, например, что-то такое, научитесь общаться с людьми и получать за это материальные блага. Для чего эти перемены к материальным благам? Я говорю про личную жизнь. Да, чтобы распрощаться с прошлых мужчин, которые прошлые. Пусть они идут в эту дверь, и идут, и все, повернулись спиной, и до свидания. Потому что у вас идет перемены. А тут идет опять, что вы будете бояться этих перемен. А надо бояться этих перемен? Нет, не надо. Потому что, да, это будет как искушение. Вы, может быть, и будете бояться, потому что это как прям взрыв на макаронной фабрике. Примите этот взрыв. Примите. Потому что лучше один раз взлететь, махнув крыльями, чем постоянно ползать, как уж и невозможность никогда полететь и увидеть небо. Давайте еще вот я посмотрю на китайских, где они, куда я их положила. Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Еще осталось несколько мест на рождественские предсказания. Пишите в WhatsApp, все мои контакты в описании. Просто здесь, если я сейчас покажу, оно будет наоборот, отзеркалить, будет номер. Зеркало подставьте, и будет номер. Ну, потому что показывает так камера, зеркалит. Так, ну давайте еще посмотрим, что ждет в личной жизни вас, кто смотрит в 2023 году. Я здесь вижу, что здесь не просто будет, здесь нужно будет бороться с собой, со своими страхами. Я вам говорила, как бороться с страхами. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера, все мои осознанные, неосознанные страхи. Так, 23 год, что принесет? Ну, я сказала, будут какие-то трудности в начале. Потом надо будет сказать, что да, я плыву по реке своей жизни, чтобы изменить свою судьбу так, как я хочу. Это вы будете устраивать суд, и вы будете на этом судье главный судья. Да, что-то надо будет потерять, может быть, что-то, то, что убыль, это пройдет прошлое, и потом вы увидите созерцание жизни, и у кого-то, да, будет семья, и у кого-то даже детки, у кого-то внуки. Но здесь идет, да, и вот будет сохранение и приближение к роду, к семье. Это очень важно. Важно в этом два. А у кого-то, да, будет невеста, само совершенство. У кого-то будет просто знакомство. Вы будете летать, как птица от радости, что у вас что-то меняется в жизни. А у кого-то, да, будут пополнения в семье, потому что 23-й год – это год прибавления людей на земле. Вот такой вот год. Пишите в комментариях. Принимаю и благодарю. Именно здесь пишите «благодарю Творца за то, что Он дарит мне свет, радость, добро, любимых людей и счастье». Всем желаю радости, счастья, добра.
Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч. И посмотрите прогнозы. Нажмите сейчас вверху на заставки. Пока-пока.